Светка, проказница такая, веди себя хорошо, иначе снова накажу. Никому ты не нужна здесь. Терплю тебя только ради отца. Я никогда не любила тебя. Давно сдала бы тебя обратно в детский дом. Эх, если б не папка, ноги б твоей тут уже не было. Тетя Настя, я же нечаянно разлила молоко. Сейчас все уберу. Всхлипывая, ответила девочка. Случайно, не случайно, ешь теперь сухую картошку, без молока. Руки дырявые. Машенька, доченька, пошли в зал. Пусть она сама тут возится. Взяв за руку ребенка, женщина удалилась из кухни. Выходила замуж Анастасия по большой любви, как ей казалось. Ее муж, Владимир Васильевич, был на тот момент завидным женихом. Он пришел работать молодым преподавателем в институте, где Анастасия заканчивала последний курс. Многих девчонок сводил с ума молоденький Владимир, но Настя была самой прыткой, не упускала ни одного шанса завоевать расположение парня. Мужчина долго держал оборону. Наверное, полгода Настя бегала за ним по пятам, прежде чем он сдался. В итоге у них завязались отношения, а еще через полгода, когда Анастасия закончила учебу, он сделал ей предложение. Так и образовалась их молодая семья. Все было поначалу прекрасно, они прожили 2 счастливых года, а потом мужчина начал все чаще спрашивать Анастасию, почему же она не беременеет. Молодой человек уже был готов ощутить все прелести отцовства, поэтому данный вопрос задавался все чаще. Зарабатывает он хорошо, кроме института еще работа есть, квартира своя, и ремонт не сделали за эти 2 года. Все располагало к тому, что уже пора. Вот знать бы, почему я не беременею, с раздражением в голосе жаловалась Анастасия подруге. Ты смотри, дорогая, Володя парень видный, за ним до сих пор охотятся молодые девчонки в институте. Смотри, как бы не ушел от тебя. Что ты такое говоришь? Подруга еще называется. Врачи сказали, у меня все в порядке, на все воля Божья. Придет время, и родится у нас малыш. Но слова подруги все равно заставили задуматься. Хотя ее Владимир не такой. Не будет он смотреть на студенток. Любит ее. Прошло еще 2 года. Но ребеночка Бог так и не давал. Анастасия вся извелась уже. Очень боялась потерять своего успешного мужа. Плакалась ему, как хочет ребеночка. Жить спокойно не может. На улицу выходить не хочет. Везде детки бегают. А ей остается лишь мечтать. На самом деле Настю все устраивало. К детям она была равнодушна. Может, где-то в душе наоборот радовалась, что детей нет. Но надо ведь мужу показать ее рвение к материнству. А то вдруг Владимир ее какой-нибудь неполноценной женщиной посчитает. А так всем хорошо. Владимир же был человеком душевным, сострадающим. Он думал, что жена и правда мучается от бездетности. Решил он исполнить мечту жены и предложил ей взять ребенка из детского дома. «Настя, я не могу больше видеть, как ты страдаешь. Давай возьмем малыша. Мы полюбим его как родного. Будет у нас полноценная семья». «Что?» На время растерялась жена. Ей совсем не нравилась эта идея. Но потом подумала, пусть лучше так будет, чем он уйдет от нее. И быстро сменила свой тон. «Володя, ты самый лучший мужчина, а я самая счастливая женщина». Наигранно, но все же с эмоциями попыталась ответить мужу. Настя сразу начала просить о девочке, потому что мальчиков она считала совсем неуправляемыми. «Пусть хотя бы девочка будет», — думала Настя. Так и произошло. Приглянулась Владимиру одна тихая девочка, а Настя сделала вид, что тоже рада будет Светочке. Да и не младенец она уже, хлопот меньше будет. Хоть коляску не придется таскать по лестнице, думала в это время Настя. Когда девочка оказалась в их семье, все изменилось. Анастасии все больше приходилось играть перед Владимиром, изображая идеальную мать. А когда она оставалась с ребенком одна, то без какого-либо страха могла сильно обидеть ребенка.
Хоть Свете на тот момент и было всего лишь 3 годика, но получала она не слабо. Владимир же, напротив, прикипел к ребенку. И только с ним девочка могла почувствовать капельку любви и доброты. Она всегда бежала к нему навстречу и крепко обнимала. Владимир даже говорил в шутку, что растет папина дочка, поэтому она к нему всегда присядет рядом, а не к Насте. А Настя поддакивала и улыбалась. Когда Свете исполнилось 5 лет, случилось чудо. Анастасия наконец-то забеременела. Счастью в семье не было предела. Были рады все. Даже Светочка плясала от счастья, что у нее будет братик или сестричка. Но такие эмоции она могла показывать только в присутствии отца. Когда Анастасия с девочкой оставались одни, она должна была сидеть в своей комнате и не раздражать мать. Так она и говорила. И Света не перечила. Тихо сидела у себя в комнате и играла. Спустя 8 месяцев на свет появилась Маша. Забирать маму с ребенком из роддома Владимир отправился со Светой. Они стояли нарядные, с цветами и шарами на пороге роддома. «Любимая, спасибо тебе за такую прекрасную дочь. Теперь у нас 2 лучика солнца в нашей семье. Я самый счастливый муж и отец на земле. Давайте сфотографируемся на память». «Вова, давай втроем сфотографируемся. Я, ты и Машенька, без Светки. Ну же, Света, отойди отсюда». Владимир как-то помрачнел сразу, не понимая такого поведения жены, но потом подумал, что, возможно, гормоны еще шалят. Не отошла после родов. И решил еще отдельно сфотографироваться с малышкой и Светой, чтобы не обидеть девочку. Ведь он видел, как она расстроилась. Настя отказалась от совместного фото со Светой. Когда они вернулись домой, Анастасия полностью погрузилась в Машу. Теперь у нее плохо получалось разыгрывать сцены любви к Свете перед мужем. Все заботы о старшей дочери легли на плечи Владимира, и он буквально разрывался на работе и в семье. Старался перекусить по дороге домой, ведь последнее время к его приходу еды оставалось на одного человека, а Настя разводила руками и говорила: «Извини, не рассчитала. Ну, Света может и молоко попить с булочкой. А ты ешь, ты после работы». Он отдавал свою порцию Свете, а сам находил, что перекусить. Даже в 1 класс Анастасия отказалась вести ребенка. Тогда все чаще Свету приходилось забирать бабушке, матери Владимира. И Настя в эти дни так привыкала к семейной идиллии без Светочки, что когда она возвращалась домой, то пуще прежнего срывалась и на ребенка, и на мужа. Однажды он даже попытался поговорить с Анастасией о том, что старшая дочь не виновата, что они ее взяли, и теперь они за нее в ответе. Она не должна получать меньше любви, чем младшая. Просила ее проявить мудрость и снова стать той ласковой и любящей матерью для 2 детей, а не только для Машеньки. «Да люблю я Светку!» – кричала Настя. «Но разрываюсь я сейчас. Неужели ты не видишь, какая Машенька капризная сейчас? Вот и стала раздражительной. Подрастет дочурка, и все встанет на свои места». Но на свои места все так и не встало. Когда Маше исполнилось 1,5 года, произошла такая ситуация, которая навсегда изменила жизнь всех членов семьи. В один из будних дней Владимир вернулся домой раньше обычного. Когда он зашел в прихожую, невольно услышал крики жены и плач Светочки. В эту секунду в его сознании изменилось все. «Светка, проказница такая, веди себя хорошо, иначе снова накажу. Никому ты не нужна здесь. Терплю тебя только ради отца. И никогда не любила тебя. Давно сдала бы тебя обратно в детский дом. Эх, если б не папка, ноги бы твоей тут уже не было». «Тетя Настя, я же нечаянно разлила молоко. Сейчас все уберу», — всхлипывая, ответила девочка. «Случайно, не случайно, ешь теперь сухую картошку, без молока. Руки дырявые. Машенька, доченька, пошли в зал, пусть она сама тут возится».
Владимир стоял и не понимал, что происходит. Кулаки сжимались до боли, и если до этого он еще как-то оправдывал Настю, то теперь все встало на свои места. Бедная Светочка, сколько же она натерпелась! Пройдя в зал, Владимир спокойным тоном заговорил с женой. «Настя, как ты можешь так говорить на ребенка? Неужели у тебя нет ничего святого? Скажи, те слова, что ты сейчас говорила, это правда? Ты правда ее не любишь и только терпишь ради меня? Как же вы мне оба надоели! Да, да, да! Я правда ее терпела все эти годы ради тебя, хотя сейчас уже не понимаю, за что я тебя любила. Столько лет я прожила, только угождая тебе. Если бы не твои разговорчики о том, как ты хочешь ребенка, то все бы у нас сложилось лучше. Сейчас жили бы с Машенькой только, как нормальная семья, без чужих в доме». Мужчина первое время не мог пошевелиться от таких заявлений жены. Как же так? Он всегда старался сделать как лучше, а сейчас выясняется, что наоборот, Анастасия угождала ему. Потом он повернулся к зареванной Свете и сказал: «Света, доченька, собирай свои вещи, мы уходим жить к бабушке». «Вот и валите! Наконец-то я вздохну полной грудью. Маша подрастет, и встречу я нормального мужчину. А ты такой слюнтяй, вряд ли кому-то еще нужен будешь, да еще и с детдомовской девчонкой». «Замолчи, она моя родная дочь. Очень жаль, что я столько лет прожил с тобой вслепую». Владимир со Светой собирали вещи. Ему до сих пор не верилось, что его любимая Настя столько лет играла на чувствах ребенка. От стыда к Свете за такое отношение к ней со стороны жены ему хотелось провалиться сквозь землю. Света спокойно собирала свои вещи рядом с отцом. Она боялась отходить от него, боялась, что может сделать тетя Настя, ведь из-за нее отец уходит. Да и сам Владимир смотрел, чтобы Настя не подошла к девочке. Мало ли. Но жена с младшей дочерью были в гостиной и не заглядывали в комнаты. «В ближайшее время я подам на развод. Машеньку я не оставлю. Буду, как положено, платить алименты и принимать участие в ее воспитании». Мужчина поцеловал младшую дочь, и они со Светой пошли на выход. Через год Владимир встретил женщину, которая полюбила их со Светой. Конечно, мужчина первое время очень настороженно относился к новой возлюбленной. Но Светочка уже была большая девочка. Папе она все рассказывала, что Наталья ей очень нравится, и она бы очень хотела, чтобы Наташа стала ее мамой. Теперь она все рассказывала отцу и не боялась никого. И Владимир понимал, что дочка говорит искренне, да и мама поддержала. В скором времени Владимир и Наталья стали жить вместе, и Света наконец-то узнала, что такое материнская любовь, как могут аккуратно расчесывать и заплетать красивые косы. Анастасия не один раз рыдала и просила вернуться Владимира, говорила, что будет любить Свету, якобы все поняла и осознала, но мужчина был непреклонен, в 10-й раз на ее просьбу отвечал отказом. А потом она жаловалась подругам, какой козел отец у Машеньки. Да только и они понимали, кто на самом деле был виноват. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.